Привет, ребята! Это я, Наташа. Сегодня мы поговорим с вами о способах выражения несогласия. Когда, в каких ситуациях нам приходится выражать свое несогласие? Когда мы не согласны с кого-либо мнением, высказыванием, или когда у нас просят что-то сделать, а мы отказываемся это сделать. Мы не соглашаемся это делать. Сегодня мы сосредоточимся на мнениях. Итак, способы выражения несогласия с мнением. Поехали! Я не согласен или я не согласна. Можно добавить с тобой или вежливое с вами. Я с тобой не согласен или я с вами не согласен. Можно также добавить наречие. Например, совершенно, совсем, полностью, в корне, категорически, абсолютно. Если вы добавляете одно из этих наречий, то это значит, что вы совсем не согласны с мнением. Значит, человек высказывает какое-то мнение, и ничего из этого высказанного, ни с чем из этого высказанного мнения вы не согласны. Значит, мнение у человека такое, а ваше мнение такое. То есть вы расходитесь в мнениях. Я с тобой в корне не согласна. Также можно добавить наречие частично, но тогда у нас получается другая ситуация. Если вы говорите, что вы не согласны частично, значит, что у вас ваше мнение не категорически, не совершенно, не полностью расходится со мнением вашего собеседника, а только частично, только часть. Значит, что у этого человека мнение где-то здесь, а ваше где-то здесь или здесь. Немножко не совпадает. Давайте будем вежливыми и добавим слово «простите» или «извините». Простите, но я с вами не согласен. Кстати, вы помните, что если на конце есть «т», в таких словах, как «здравствуйте», «извините», «простите», то это множественное число. То есть, если вы говорите «вы», то нужно говорить «простите», «извините», «здравствуйте». А если вы говорите «ты», то нужно говорить «прости», «извини», «здравствуй», то есть без «т». Простите, но вы не правы. Или прости, но ты не прав. Боюсь, ты не прав. Или боюсь, вы не правы. Я не думаю, что ты прав. Я не думаю, что вы правы. А тут ты не прав. На этот раз ты не прав. А тут ты не прав или на этот раз ты не прав, значит, что вы как бы согласны с этим человеком. Обычно все, что он говорит, со всем, что он говорит, вы согласны. Но вот в этот раз он сказал что-то такое, с чем вы не согласны. Вы считаете, что он не прав. Может быть, тоже такая ситуация, что, может быть, вы сейчас вот разговариваете с ним, и до этого момента все, что он говорил, все было хорошо. Вы считали, да, все правильно, все хорошо, я согласен. Но вот сейчас что-то сказал, и вы говорите, а тут ты не прав. Значит, тут ты ошибаешься, здесь я с тобой не согласен. Мне кажется, что ты ошибаешься. Или мне кажется, что вы ошибаетесь. Простите, но вы заблуждаетесь. Или прости, но ты заблуждаешься. Красивое слово «заблуждаться». Да? От слова заблудился, вы, наверное, знаете, я заблудился, то есть я потерял дорогу домой, да, где-то ходил и заблудился, и сейчас не знаю, где я нахожусь, и мне надо, допустим, там дойти до своего дома, но я уже не знаю, где я и куда, в какую сторону мне идти. Так что вы заблуждаетесь, значит, что ваши мысли, ваше мнение вас уводит такими кривыми дорожками от истины, да, есть истина, правда, и вот вы заблудились, то есть вы потеряли эту правду, вы где-то находитесь здесь, а правда здесь, то есть вы заблуждаетесь, значит, вы неправильно что-то понимаете. Всегда спокойно реагирую, если люди не согласны с моим мнением, ведь я понимаю, что заблуждаться – это их право. Я так не думаю или я так не считаю. Да, тоже интересное слово «считать». Вы знаете, что считать можно до 3. 1, 2, 3. Но также считать значит думать. То есть думать и считать – это синонимы. Я бы так не сказал или я бы так не сказала. У меня другое мнение или у меня иное мнение.
Другое и иное – это синонимы. Опять же, можем добавить наречие. Например, у меня совершенно или совсем или абсолютно другое мнение. Еще мы можем добавить по этому поводу или на этот счет. Итак, у меня совершенно иное мнение по этому поводу или у меня абсолютно другое мнение на этот счет. Общественное мнение – это, конечно, хорошо, но мое мне нравится больше. Я придерживаюсь другого мнения или, опять же, иного мнения, да? Я придерживаюсь иного мнения. Опять же, интересный глагол «придерживаюсь», «придерживаться». Вы знаете глагол «держаться», да? Это, например, когда девушка гуляет со своим другом, на улице скользко, и она боится упасть. Она тогда держится за своего друга, чтобы не упасть, да? Держится за него. Придерживаться – это немножко другое. Можно придерживаться мнения, можно придерживаться принципов. Это значит следовать принципу. Ну вот, допустим, у вас есть принцип «никогда не врать». Если вы следуете этому принципу, если вы придерживаетесь этого принципа, то вы никогда, совсем никогда не врете. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я не разделяю ваше мнение. Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. Ну вот и все на сегодня, ребята. Спасибо, что смотрели. Сейчас я повторю еще раз все примеры медленно. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну а если нет, то я желаю вам приятных выходных и до скорой встречи. Пока! Я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен. Я с вами не согласна. Я с вами не согласна. Я с вами не согласна. Я с тобой в корне не согласна. Я с тобой в корне не согласна. Я с тобой в корне не согласна. Совершенно. 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 Совсем. 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 Полностью. 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 Категорически. 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 Абсолютно. 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 В корне. В корне. В корне. Простите, но я с вами не согласен. Простите, но я с вами не согласен. Простите, но я с вами не согласен. Простите, но вы не правы. Простите, но вы не правы. Простите, но вы не правы. Прости, но ты не прав. Прости, но ты не прав. Прости, но ты не прав. Боюсь, ты не прав. Боюсь, ты не прав. Боюсь, ты не прав. Боюсь, вы не правы. Боюсь, вы не правы. Боюсь, вы не правы. Я не думаю, что ты прав. Я не думаю, что ты прав. Я не думаю, что ты прав. Я не думаю, что вы правы. Я не думаю, что вы правы.
Я не думаю, что вы правы. На этот раз ты не прав. На этот раз ты не прав. На этот раз ты не прав. Мне кажется, что ты ошибаешься. Мне кажется, что ты ошибаешься. Мне кажется, что ты ошибаешься. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Простите, но вы заблуждаетесь. Простите, но вы заблуждаетесь. Простите, но вы заблуждаетесь. Прости, но ты заблуждаешься. Прости, но ты заблуждаешься. Прости, но ты заблуждаешься. Я так не думаю. Я так не думаю. Я так не думаю. Я так не считаю. Я так не считаю. Я так не считаю. Я бы так не сказал, не сказала. Я бы так не сказал, не сказала. Я бы так не сказал или я бы так не сказала. У меня совершенно иное мнение по этому поводу. У меня совершенно иное мнение по этому поводу. У меня совершенно иное мнение по этому поводу. У меня абсолютно другое мнение на этот счет. У меня абсолютно другое мнение на этот счет. У меня абсолютно другое мнение на этот счет. Я придерживаюсь другого мнения. Я придерживаюсь другого мнения. Я придерживаюсь другого мнения. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я не разделяю ваше мнение. Я не разделяю ваше мнение. Я не разделяю ваше мнение. Общественное мнение – это, конечно, хорошо, но мое мне нравится больше. Общественное мнение – это, конечно, хорошо, но мое мне нравится больше. Общественное мнение – это, конечно, хорошо, но мое мне нравится больше. Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои.
Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои. Всегда спокойно реагирую, если люди не согласны с моим мнением. Ведь я понимаю, что заблуждаться – это их право. Всегда спокойно реагирую, если люди не согласны с моим мнением. Ведь я понимаю, что заблуждаться – это их право. Всегда спокойно реагирую, если люди не согласны с моим мнением. Ведь я понимаю, что заблуждаться – это их право.